Данная моделька называется ZKJ06. Есть аналоги этого реле, это DKC04 и DCC432. Ссылочки я на них тоже оставлю вам в описании. Отличаются они тем, что DKC04 идет без корпуса, просто сама плата в вот таком виде, и кнопочки расположены вверх. А DCC432 она идет в пластиковом корпусе, в закрытом. Данная моделька также идет в корпусе, но у нее корпус идет вот такой в комплекте разборной. Он из оргстекла сделан. Сейчас мы его соберем, и я покажу, как это реле подключается и настраивается. В комплекте у нас здесь набор запчастей и винтики для того, чтобы это все собрать и скрепить. Это оргстекло, сверху оно вот так вот заклеено пленочкой, чтобы оно не царапалось. Вот, мы пленочки эти все снимаем. Вот так они аккуратненько снимаются. И вот такой вот получается корпус, полностью прозрачный, как будто он выполнен из стекла. Сейчас я сниму все эти пленочки. Вот так выглядит реле в собранном виде. Здесь есть все отверстия для подключения и для того, чтобы затянуть провода. На клепниках кнопочки сбоку для настройки. То есть его, чтобы подключать, уже разбирать корпус не придется. Все доступно. Сейчас я покажу, как оно подключается. Для этого я возьму вот такую лампу. Она у меня идет на 12 вольт. Здесь все провода, которые нам понадобятся, они уже все тут есть. Питание реле идет от 5 до 30 вольт. Два клемничка, вот они подписаны. 5.30 сюда мы подключаем плюс. GND это у нас минус. Вот у меня оранжевый провод, это будет плюс. Подключаем его на клемник, затягиваем. Закрутили, подключили. Дальше GND это минус. Берем черный провод. Подключаем на вот этот клемник. Также затягиваем. Здесь идет выход. То есть входное напряжение от 5 до 30 вольт. Оно же будет идти и на питание потребителя. То есть вот эта лампочка будет запитана. Она питается этим же напряжением, которое идет на питание и на вход реле. А вот плюс-минус, также контакты здесь подписаны. Здесь идет твердотельное реле, то есть нету релюшки, которая щелкает. Твердотельные реле стоят, поэтому они включаются, выключаются беззвучно и управляют они минусом. То есть плюс идет постоянный. Красный у меня плюс. Подключаем к out плюс. Вот этот клемничек. Плюс идет постоянно. То есть когда мы подаем на оранжевый провод плюс, он у нас пойдет на красный провод. А размыкается реле, отключает, у нас минус. То есть управляется минусом. Минус подключаем к out минус. Также закручиваем клемничек. Вот у нас входное напряжение, два провода. И выход я подключил на питание лампы. Также плюс-минус. С этой стороны у нас сигнал триггера. Сигнал триггера у нас идет от 3 до 24 вольт. Оно не подписано здесь. Но также плюс-минус подписано. Максимум можно сигнал триггера 24 вольта. Также подключаем провода. Серый провод это минус. Подключаем к GND T триггер минусовой. Затянули. И верхний провод это триггер у нас плюс. Желтый провод он идет через выключатель. Также затягиваем. Триггер нужен для того, чтобы запускать реле, либо останавливать, в зависимости от выбранной программы. Здесь множество программ, задержка включения, выключения, циклическая работа. Сейчас мы их все рассмотрим. Так, все у нас подключено. Осталось настроить. Подаем питание на реле. Сразу загорелся трехразрядный дисплей. Теперь что мы можем здесь настраивать? С помощью кнопки стоп
Однократным нажатием мы можем включать его. On – это включено. И вторым нажатием Off – это выключено реле. То есть программа выполняться не будет. Если удерживать кнопку, то мы можем перейти к включению-выключению дисплея. То есть CP – это дисплей в режиме ожидания, он будет выключен. Через время он автоматически выключится для экономии энергии. А в режиме OD он будет гореть постоянно. Это управляется с помощью кнопки Stop. Дальше кнопкой Set зажимаем, мы входим в режим настроек. P1.1 это у нас программы выставляются. С помощью клавиш Up-Down мы выбираем нужную программу. Начнем с P1.1, первая программа. Однократным нажатием Set мы входим к выставлению времени. И также с помощью Up-Down выставляем нужное время. Три значения у нас, три знака. Можно выставить 999 максимум. И сейчас у нас время измеряется в секундах, когда точка в самом крайнем правом положении. С помощью кнопки Stop мы можем переносить точку. Это у нас уже будет десятые секунды. То есть если будет на табло, например, 2.6, это 2,6 секунды. 2 секунды и 6 десятых секунды. Если точку перенести вот так вот, когда 3 загорится, то это у нас минуты, 26 минут. Максимальное время можно выставлять здесь 999 минут. И точку перенесем, например, вот так оставим, чтобы долго не ждать. Выставляем время 3,9 секунды и настройки сохраняются кнопкой Set. Нажали, и теперь у нас настройки сохранились. Для того, чтобы запустить реле, подаем питание на триггер. Вот мы подали, пошел отсчет времени, реле включено, лампочка погорела выставленное время и затем она выключилась. И в следующий раз она включится после следующего сигнала триггера, то есть это задержка у нас выключения. Нагрузку сюда можно подавать до 30 ампер. То есть лампочка у меня слабенькая, но максимум здесь можно 30 ампер давать нагрузку. Это так работает программа 1.1. Дальше выберем в настройках программу 1.2. Также заходим, удерживаем. Выбираем следующую и выставляем время. 3.9 можно поставить 4.1. Сохраняем настройки. И дальше подаем сигнал триггера. Так же само работает. При подаче сигнала начинается отсчет времени. Отработало определенное время и выключилась. Но отличается от программы 1.1 тем, что это время повторным сигналом можно продлять. То есть отсчет времени начинается заново. Подаем опять сигнал и время отсчитывается заново. То есть лампочка у нас не выключается. Это программа 1.2. И 1.3 программа. Сейчас мы зайдем, выставим. Здесь функция та же самая. Но здесь мы можем досрочно выключать. То есть пошел отсчет времени. Если надо выключить раньше, не дожидаясь, пока время закончится, мы повторным сигналом триггера отключаем нашу лампу. Это программа 1.3. Дальше выберем вторую программу, посмотрим, что там. Выбираем P2. Время ОП у нас. Выставляем, например, 4,5 секунды. Здесь у нас появилось второе время. Ну, выставим, например, 5 секунд. Подаем сигнал триггера. Пошел отсчет времени. Лампа не включилась. Это у нас задержка включения. То есть второе значение, которое мы выставляли, задержка включения. И потом лампа включилась на выставленное время, которое у нас было сначала выставлено. То есть первое значение это у нас время в включенном положении. И второе значение задержка включения. Это программа 2 работает. На сигнал триггера после включения реле он уже не реагирует. То есть программа выполнится полностью. Это у нас так работает программа 2. Заходим в настройки. Выбираем P3.1, следующая программа. Здесь у нас ОП 4,5 секунды. Close это у нас 5 секунд. Loop это количество повторений. Можно
оставить бесконечно, а можно выставить определенное число, например, 2 повторения. Это у нас циклический режим, то есть можно выставить, например, 2 повторения. Сохраняем настройки. И теперь при подаче сигнала реле включилось, лампочка посветилась, выключилась, и теперь она заново через время опять включится. И так будет по кругу включаться, выключаться, либо количество циклов, которые вы выставили, либо будет работать бесконечно, если мы поставим прочерки. Это работа программы 3.1. Берем следующую программу 3.2. Здесь у нас OP, Close, опять количество повторений. Все то же самое, значение мы выставим. Здесь у нас она уже работает без сигнала триггера, то есть при подаче питания реле будет включаться, выключаться и работать бесконечно. Сигнал триггера нам не нужен, то есть это циклический режим. Теперь выберем следующую программу, нажимаем Set, программа 4, здесь у нас OP, 4,5 секунды. И все, больше никаких настроек нет. Сохраняем значение. Подаем питание. Пошел отсчет времени. Лампа включилась на выставленное время. Но здесь сигнал триггера действует по-другому. То есть у нас подается питание постоянно на сигнал триггера. И лампа у нас горит. Как только исчезает сигнал с триггера, начинается отсчет времени. И лампа выключается через определенное время. То есть это у нас задержка выключения. То есть если вы хотите, чтобы после того, как вы выключили, например, выключатель, лампа выключилась через некоторое время. Вот как раз эта функция нужна для этого. И заходим дальше в настройки. И у нас возвращается заново. То есть мы просмотрели все программы. Переходит уже к выбору программы 1.1. То есть вот так вот работает данная модель реле. Ссылочки на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.